Теперь следующий раздел нашей лекции – это полы и потолки традиционных деревянных конструкций. Опять же, мы не будем рассматривать их в хронологическом порядке, мы рассматриваем их конструкцию, из чего состоят у нас потолки, полы, как они изготовлены и какие их конструктивные особенности. Как правило, потолки и полы укладываются по балкам. В зависимости от величины пролета балка может иметь большее или меньшее сечение. Ну, как правило, каждый строитель дома или особенно храма стремится сделать помещение как можно большего размера, соответственно, пролеты большие. И для того, чтобы пол и потолок несли хорошо нагрузку, чтобы не было прогибов, чтобы не было вибраций, сечение балок должно быть достаточно большим. Особенно, когда речь идет о полах. На этом изображении видны балки пола одного из самых больших объектов памятников деревянного зодчества – это Преображенская церковь в Кижах. Это промежуточный этап реставрации пола. Вот так выглядят балки потолка. Балки потолка жилой избы. Еще эти потолочные балки называются матицами, от слова «мать», от слова «материнский». Это значит, это главная балка дома. И на эти матицы сверху опираются уже элементы потолка. Потолок может состоять из плах, из тесин, из досок. Чуть позже мы об этом поговорим. Также потолки могут быть из сплошного наката или бревен, или плах, или толстых жердей, в зависимости от назначения здания. На этой картинке представлен потолок каменного храма, но деревянный потолок. Для этого сооружены специальные опорные конструкции, внутри которых возведена вот такая трапециевидная в сечении, состоящая из наклонных поверхностей, конструкция из деревянных мощных толстых плах, притесанных друг к другу впритык, соединенных специальными шпонками. Но это не очень часто встречающаяся конструкция, хотя достаточно распространенная. Еще потолки в деревянных срубовых сооружениях могут быть частью сруба, когда он образован конструкцией перехода между двумя срубами, между двумя ярусами. То есть нижний ярус восьмерик, в данном случае восьмерик соединен с верхним восьмериком вот такой конической конструкцией, представляющей собой усеченную призму. То есть одновременно это и стена сруба, одновременно она же и является, если изнутри посмотрим, то и потолком. Теперь перейдем к более простым конструкциям. Здесь мы видим конструкцию пола как раз по балкам. Это большепролетный пол, и здесь балки установлены как вдоль оси здания, так и поперек. Причем нижняя балка, она выполнена из двух вертикально уложенных бревен, толстых, мощных бревен, для того, чтобы придать прочность этому полу. Это пол церкви, пол храма. И на нее опираются поперечные балки, на которые уже непосредственно укладываются балки, плахи пола.
Как мы видим, все-таки этой прочности не хватило, и современные уже реставраторы установили дополнительно поддерживающие конструкции в виде столбов. Как выглядят элементы пола? Здесь мы видим плахи разобранного пола, они перевернуты, и нижняя часть плах не обработана, то есть это бревно, круглое бревно, но с вырубленными пазами, с вырубленными чашами под балки. То есть плахи причерчиваются боковыми поверхностями друг к другу обязательно, и они причерчиваются по высоте, каждая индивидуально, к тем балкам, на которые они укладываются. Также полы могут, как полы, так и потолки, изготавливаться из тесин. Такая конструкция легче, особенно после того, как появились пиломатериалы, они стали и легче в изготовлении. И, как правило, полы и из плах, и из тесин, они не только опираются на балки, но своими концами они врезаются в сруб, в специальную штробу сруба. Также в церквях, особенно в церквях, пол может быть еще и разный по уровням, там, где имеет место солия, то есть где в храме, если имеется солия, то пол может идти некими уступами. Теперь конструкция потолка. Потолок в данном случае выполнен по балкам. Балки двутаврового сечения, то есть в бревне, отесанном с нижней стороны, с боковых сторон, выбраны специальные штрабы, в которые заводятся плахи потолка. Причем при такой конструкции плахи делаются короткими, длина плах равняется шагу установки балок. С верхней стороны, с верхней части плахи могут быть не обработаны, а снизу они сделаны плоскими. Дальше мы видим такую же конструкцию потолка с другого ракурса, и потолок выполненный из плоских тесин. Потолочные плахи могут быть как обработанные с верхней части, так и не обработанные. По способу укладки плах. То же самое, плахи могут укладываться как в стык, притесываясь друг к другу, так они могут укладываться и в разбежку. Матицы или балки потолка, они могут обрабатываться, они могут быть круглыми, они могут быть отесаны с нижней части, они могут быть отесаны с трех сторон. А если мастера хотят придать большие парадности, красоту своему зданию, то они могут даже обрабатывать угловые поверхности, угловые грани балок колевкой, то есть так называемая колевочная обработка балок. Еще здесь на следующей картинке представлен один из способов заведения балки потолка в свое гнездо после возведения сруба. Такое могло быть во время, например, ремонта здания, ремонта потолка, когда не было предусмотрено сразу введение вот этой балки в сруб, а потом после возведения стен в стене делается вот такая насечка для того, чтобы балка могла опуститься, и одним концом балка зарубается в стену, а другой конец опускается сверху, и он опускается сверху на свое уже предназначенное для него место. Несколько способов зашивки потолков. Один из наиболее распространенных – это потолок в закрой, где нижняя поверхность плах или тесин потолка не ровная, она как бы ступенчатая, идет уступчатыми. То есть сначала устанавливаются нижние плахи, имеющие полочку,
в них выбрана четверть, и уже сверху в свои предназначенные места устанавливаются плахи уже выше лежащие. Вот таким образом выглядит потолок в закрой сверху. Есть способ укладки тесин потолка по диагонали. Он считался более красивым, но он более трудный в исполнении. И поэтому, как правило, такие варианты были установки потолков в храмах. Также в храмах достаточно часто устанавливали потолок в елочку, или в косяк, или косой потолок. То есть несколько рядов зашивки потолков направлен по диагонали в разных направлениях. Красиво, прочно и надежно. Плахи потолка между собой соединялись шипами, как правило, шипами. Здесь представлен вариант соединения плах. Дело в том, что вот в данном случае плахи сильно истерты ногами, потому что по ним очень много ходили, и они истерты до такой степени, что пазы шипов обнажились. На самом деле изначально они внутри. И здесь мы очень хорошо видим, как бы в разрезе, пол в разрезе. Шип вставляется в это гнездо, внутреннее гнездо, и плахи между собой очень надежно соединяются. Существует несколько способов, достаточно много способов соединения между собой плах. Это соединение в ус, соединение в четверть, соединение в шпунт, в шип и так далее. То есть это основные соединения, разновидностей может быть достаточно много. Также при больших нагрузках, при больших пролетах потолки могли опираться на столбы. И еще один отдельный вид потолка – это потолок неба. Это потолок, храмовый потолок. Как правило, в храме потолок должен символизировать собой небо, и поэтому была придумана такая форма. Это такой невысокий шатер или усеченный конус, в центре которого находится круглое, так называемое опорное или замковое кольцо, к которому подходят специальные ребра, называемые тяблами, и промежутки между вот этими ребрами, каркасом потолка заполняются иконами. И этот потолок, во-первых, он очень красив, а во-вторых, он достаточно надежен. Потолок неба может состоять из разного количества полей, из разного количества тябел. Это может быть 12-16 в зависимости от размеров и габаритов потолка. Вот таким образом выглядит потолок неба сверху. С наружной стороны это вот тябла, между ними уложены иконы, и в центральной части то же самое, и круглая икона. Замковое кольцо мы видим со щитом, и мы видим тябла. Тябла представляют собой брусья таврового сечения, уложенные плоской полкой к низу, а с верхней части в специальные образуемые штрабы укладываются уже иконы. Потолок неба достаточно сложная конструкция в изготовлении и сложная в эксплуатации, потому что на него действуют распорные нагрузки. Потолок своим весом стремится сдвинуться к земле, и нижняя часть тябел, она давит на бревна сруба, и таким образом сруб несет дополнительные нагрузки. Это одна из особенностей потолка неба, которое нужно учитывать при реставрации, при конструировании и изготовлении.